Извечный жилищный вопрос. Что лучше, снимать в аренду, либо купить в собственность? В этом видео хочу фундаментально разобраться в этом вопросе и помочь нашим зрителям принять это сложное решение, потому что большинство людей, да, как ты говорил, покупают квартиру один, максимум два раза в жизни, поэтому давай в этом видео поможем им, поддержим их и подскажем, да, какое решение принять. Знаешь, ты пока задавал этот вопрос, мне сразу пришла классная идея и даже такой бэкграунд. А откуда вообще у тебя этот вопрос? Почему ты его задаешь? Откуда это пришло? То есть почему ты вообще так как-то шаблонно даже сказал? Да, Это классно. максимально, максимально Да-да. шаблон, да. И я Я просто... род народа просто, знаешь. Да. И смотри, мне кажется, знаю, почему ты его задал. А нету такого, что раньше люди где жили, где работали, там покупали недвижимость и жили в этой недвижимости 20, 30, 50 лет. А сейчас, когда мир стал очень-очень гибким и изменчивым, Космополитичен, да? а, то этот вопрос, он как будто бы становится неактуальным. Мгм. Я тебе скажу почему. Потому что, во-первых, да, недвижимость дорогая вообще везде, во всех странах мира она дорогая. И там, где нам кажется дешевой, там для местного населения она тоже дорогая. И тут как бы вопрос в том, что вопрос касается только ипотечных денег, да, покупать в кредит или Мгм. снимать в аренду, что лучше. Потому что если у тебя есть наличные деньги, ты можешь купить недвижимость вместо того, чтобы жить в арендной квартире. Да, Потому что сейчас в условиях текущих в мире недвижимость очень легко продать почти в каждой стране. И ты можешь ее купить, прожить в ней год, два, три, пять. За это время у тебя могут поменяться жизненные цели, жизненные планы, жизненные обстоятельства, состав семьи и что угодно. И ты можешь поменять страну, и ты можешь продать эту квартиру и с этими деньгами купить квартиру в другой стране, например, да? Ну, если там да. позволит цена. Я к тому, что так можно делать. И это всегда выгодно. Обычно нету такого, чтобы завтра было дешевле, чем сегодня. То есть чаще всего Мгм. во всем мире вся недвижимость дорожает. И поэтому, если мы говорим про наличные, тут вообще вопрос отпадает. Понятно, что жить в своей и даже продать ее на несколько процентов вдруг подешевеет, вдруг, да, вообще маловероятно, но даже продать ее на несколько процентов дешевле через пару лет, это выгоднее, чем платить все это время за аренду. И вот здесь тогда этот вопрос, знаешь, как он должен звучать? Не выгодно ли мне покупать квартиру в ипотеку, Мгм. а надо ли мне и выгодно ли мне связывать себя с этой страной, этим ЖК, этим городом на 20-30 лет? Да. Вот я думаю, вот это страх основной. Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. И знаешь, какой я тебе сейчас набросаю страхов? Интересно, люди пусть в комментариях напишут свои, да, мы почитаем. Первое — это страх того, что ты паркуешься, да, в своей жизни своими деньгами в конкретные стены. Второе — это страх того, что у нас так было в Украине, что цены могут пойти вниз, то есть они прям могут очень сильно пойти вниз, да, и поэтому это страх допущенной ошибки, неправильного Мгм. сделанного выбора. Вот. Какой еще страх? Ну, вот это два основных таких, да. Мгм. Допущенная ошибка и то, что ты как бы подвязываешься на конкретную локацию. Обычно теряют деньги те люди, которые берут кредиты не в национальной валюте. Вот из того, что я вижу, в Польше так было с Мгм. франками, до сих пор они судятся, там уже по 15 лет, там некоторые люди не могли выплачивать и кредиты и так дальше. Оказывается, сейчас только там были допущены какие-то ошибки в банковской сфере, Расчеты, да, какие-то какие-то не те. неправильные расчеты были, да, поэтому люди начали больше платить, они должны были и так далее, и так далее. Точно так же все кредиты в Украине, которые были взяты в долларе, Мгм. особенно когда я помню, еще я жил в Украине, еще доллар был по 8, я еще это время помню.
потом это я имею в виду уже, когда я проводил какие-то транзакции, не просто ребенком был, да, там у меня было 2 гривны, когда я уже работал, получал зарплату, доллар был по 8, потом по 16 резко, потом по 20 с чем-то, потом и по 40, я помню, и по 40 с чем-то было даже какое-то время. И вот когда у тебя кредит в долларах ипотечный, и тебе нужно резко в 4 или в 5 раз больше выплачивать, чем вчера, то тогда, да, это проблема большая. Мы сейчас говорим вот больше про Польшу. Да, я хорошо в этом ориентируюсь. Именно в Польше курс доллара, он всегда плюс-минус стабильный. То есть не было такого, чтобы стоил 3, а потом 10. Вот такого не было. Вот на несколько десятых отличается. В среднем Да. 3,8, да, последнее время. До этого там 3,9 был. Там 1 год, даже полгода он там был 4,5, но это только потому, что там, кто у нас, FDA, подняли ставки на 1%. По всему миру, на самом деле, доллар стал стоить дороже. Это искусственно было. Но в целом, да, 3,8, 3,9, где-то вот такой курс. Если ты посмотришь на историю этой страны за последние там лет 15, он всегда был 3,8, 3,6. Вот такой вот курс был. Он не менялся. Это вызывает какое-то доверие и к стабильности этой валюты? Наверное, да. И в целом в Польше достаточно денег, много, чтобы даже искусственно этот курс еще держать много-много лет. Поэтому, когда ты немножко начинаешь разбираться в специфике рынка, он уже для тебя не такой страшный. И вот тут мы возвращаемся к вопросу, а что мне делать, если я возьму тут ипотеку на много лет, но я захочу переехать в другую страну? Или я поменяю работу. Ну, то есть, понимаешь, да, я не хочу быть привязанным 20-30 лет к конкретно этой квартире. Да. Поэтому мне выгоднее снимать в аренду. И в целом, да, это правильно. Правильный ответ, потому что выгода в чем? Выгода в мобильности, в гибкости, в меньшем количестве разного рода обязательств. И ты в любой момент берешь рюкзак, и ты в другую страну, да, с арендной квартиры. Здесь в этом выгода, да, во времени, я бы сказал, в комфорте. В гибкости, да. Но точно не в финансово. Если мы говорим именно про финансы, важно сказать, это прям вот, в общем, мне кажется, вставка должна быть в самом начале. Квартира, которая в кредите в Польше, ее можно сдавать в аренду, и ее можно продавать с кредитом в любой момент. Это был один из вопросов. Это супер важная вещь. Почему у тебя гибкость твоя оставляется? Потому что, во-первых, в Польше спрос охренеешь какой, а во-вторых, ее можно продать с кредитом без проблем. И, скорее всего, чаще всего, обычно дороже, чем купил. За счет того, что она просто в цене выросла за те там пару лет, пока ты выплачивал за нее кредит. Да, даже за пару месяцев бывает. Окей, хорошо. Давай теперь прикинем схемку. У меня есть знакомый. Он снимает в Варшаве квартиру. И при текущей средней ипотечной ставке, которая сейчас в Польше 7,5%, я имею в виду со всеми там страховками, получается такая ситуация, что за 30 лет ты выплачиваешь 3 квартиры, да, этой стоимости, это раз. И второе, ставка сейчас такая, что тело кредита, которое ты платишь, да, оно больше, чем сумма, которую знакомый платит за арендную квартиру. Грубо говоря, за ту же квартиру, которую он снимает, он платил бы кредит сейчас там типа 7 тысяч злотых, а снимает он ее там за 5500. Мы можем эту схему как-то раскачать, разнести? Да, на самом деле тут все логически выглядит, как будто бы платить за эту квартиру меньше, чем владеть ею в ипотеке, да? Ну да, ну как бы 2000 злотых, 500 баксов разница. Да, 500 долларов разницы, ты просто владея этой квартирой, выплачивая за нее ипотеку, ты тратишь в месяц на 500 долларов больше. Больше, да. То есть это зафиксировали. Да. И в целом вопрос классный, он касается очень многих людей. И вот смотри, тут на самом деле выгода в чем? Если ты просто ходишь на работу, у тебя спокойная, размеренная жизнь, с чем тебя поздравляю, завидую тебе. В принципе, да, к этому люди стремятся нормально. Да. И у тебя есть... И ты видишь все-таки свою жизнь тут, да? Наверное, мне кажется, переплачивать те же 500 долларов в месяц и выплатить в 2 раза больше, чем фактически эта квартира стоит за это все время, выгоднее, потому что через 20-30 лет у тебя будет квартира. Квартира, которая еще и подорожает за эти 20 лет. Да? То есть она уже не будет стоить тех денег, за которые ты купил, а скорее всего тоже в 2, а то и в 3 раза будет дороже за 20-30 лет. Это же квартира. Ну да. И тогда ты смотришь на твой капитал, и у тебя, например, есть квартира, там ты ее покупал вот в 23-м за 1 000 000, в
получается, В 50-м, допустим, да, там, 53-м, она, допустим, стоит у тебя там 3-4 миллиона, может 5 миллионов, да, условно. И вот ты такой, окей, у меня на руках есть 5 миллионов. Да, я всю жизнь работал и так далее, и так далее. Но если бы ты это все время выплачивал аренду, ну, наверное, давай посчитаем. $500, которых ты сэкономишь, да, умножить на 30 лет. Это 360 платежей. Прибегая к помощи калькулятора, можно легко посчитать, что за 30 лет, то есть за 360 месяцев, ты сэкономишь $180 тысяч по $500 откладывая, да? Да. Что если ты снимаешь квартиру, не платишь за нее свой кредит, который на $500 дороже. Да. То есть, давай посчитаем. Если я купил квартиру за миллион, и через 30 лет она стоит 4-5 миллионов, допустим, за 30 лет я заработал, плюс 2 миллиона заработал злотых, да? Плюс инфляция, неважно, в общем, заработал. Есть у меня, да? Я могу ее продать за 3 миллиона. Но если я платил за эту же квартиру чуть меньше, чем месячный платеж, сэкономил $500 ежемесячно, я сэкономил $180 тысяч, умножить на 4, грубо, 760 тысяч злотых я сэкономил. Что выгоднее? Плюс 2 миллиона или 760 сэкономленных? Окей. Давай посчитаем, сколько это в процентов годовых. Смотри, опять же, с помощью калькулятора, калькулятор нам выдает информацию, что это примерно 6,6% годовых. 6,6. То есть, если мы сейчас возьмем официальную инфляцию в этом году вообще там в 3,5%, по личным ощущениям 7-8%, то на самом деле даже взяв ипотечный кредит на 30 лет и выплачивая его, ты условно сохраняешь свои же деньги от инфляции. То есть у тебя тот же капитал, но в будущем. Но в будущем, да. То есть ты живешь на своей квартире. Это важно, да. Это гибкость, потому что ты в любой момент, по факту в любой момент можешь поменять город, дом, улицу, страну для жизни. То есть это очень просто, у тебя вообще нет таких привязок. Да? Обязательств. Да. Из минусов все деньги, которые ты выдаешь, ты их просто теряешь навсегда. То есть это просто оплата за место проживания. И наоборот, когда ты понемножечку платишь за свое, все равно в потенциале это твое. Ты это свое всегда можешь продать и вывести оттуда капитал. И чаще всего больше, чем туда вложил. То есть основной плюс — это сохранение капитала, даже не всегда заработок. Потому что, опять же, чем аренда может быть выгоднее? Это когда ты большую сумму денег не вкладываешь в объект, который, как мы с тобой посчитали, дает тебе 6,6% годовых. Это когда ты эту сумму вкладываешь или в бизнес, который даст тебе больший процент годовых. Допустим, там 50-100% годовых. Что для бизнеса? Помечтаем. Не, слушай, для бизнеса, особенно если это малый бизнес, это реальные цифры, даже в Европе, понял? Я вот в это мало верю. На самом деле я вот смотрю на... Ты просто инфобизнесом не занимался. Возможно. Я смотрю на многих предпринимателей, которые даже через 5 лет не выходят на 20%. Для них 10-15%. И я тебе скажу, что у нас агентство недвижимости — это очень высокомаржинальная на самом деле история. Да. Но я бы не сказал, что мы больше 20 хоть раз сделали. То есть доходности, да. То есть после всех растрат, зарплат, маркетинга, офиса, налогов, ты понимаешь, что, в целом в жабке работы я бы и покупая квартиры в кредит. Да, в кредит я бы те же деньги получал. То есть поэтому на самом деле, если ты знаешь, что купить, чтобы получить большую доходность, тогда, наверное, есть смысл, и это выгоднее, вложиться в бизнес и жить на арендной квартире. Потому что ты там просто по итогу больше денег будешь получать. Но, с другой стороны, ты уверен, что все 30 лет этот бизнес будет тебе каждый месяц или каждый год давать вот этот процент? Эту доходность, да? Потому что кирпич стоит и стоит, ничего с ним не будет. Если ничего не прилетит сверху на него, тогда все окей. Но это, на самом деле, очень маловероятно, что что-то прилетит. А с бизнесом, ты бизнесмен, я бизнесмен, нас смотрят бизнесмены, это же каждый день какой-то пожар, и не дай бог этот пожар, чтобы разгорелся, и чтобы все не пошло по пизде.
Ну, то есть это прям каждый день. Поэтому с квартирами это больше чувство безопасности, комфорта. Ничего не случится. Даже если месяц-два она не сдастся в аренду, или в какой-то год она подрастет в цене не на 10%, а на 5%. Да, или даже просядет. Или просядет, то в перспективе 20-30 лет это все равно выгоднее, да, чем аренда. И я точно знаю, что люди делятся обычно 50-50 пополам на два разных лагеря. Одни говорят, что выгоднее снимать, другие говорят, что выгоднее покупать. Чаще молодые говорят, что выгоднее снимать, потом, наверное, меняют свое мнение. Вот как-то так. Обязательно пишите свою точку зрения, потому что все равно мы работаем достаточно узко и всего не видим, да. Поэтому напишите, что вы по этому поводу думаете. Нам очень интересно. И почему так, да. Желательно аргументируя. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.